Всем привет! Сегодня нам предстоит достаточно масштабная постройка многоквартирного доходного дома в стиле модерн. И это первая часть видео, то есть здесь я буду строить только сам дом, каркас, его внутренний дворик, освещение, а саму планировку и каждую квартиру я буду обставлять уже в следующем видео. Я специально разделила для того, чтобы вы не умерли при просмотре от того, что видео получилось слишком длинным. Так что, надеюсь, вам понравится. Подписывайтесь, ставьте лайк и давайте перейдем к самой постройке. Итак, у меня это именно доходный дом, то есть я постаралась придерживаться канонов таких классических, потому что это постройка, которая а-ля конец 19-го, начало 20 века, то есть по тем канонам, по тем заветам, которые мы тогда строили, то есть зачастую такие дома строили люди, которые преуспели в каком-либо бизнесе, это чаще всего был сахар, либо металл, еще, по-моему, хлопок был, в общем, достаточно такие. В начале 20 века, в общем, появилось достаточно много промышленников и просто богатых людей, которые строили вот такие вот дома многоквартирные, которые потом сдавали людям. И, в принципе, так раньше как бы не рассматривалась идея о том, чтобы купить квартиру, но вот снять можно вполне было. Сами хозяева таких домов зачастую жили в другом месте. В этих квартирах самих они зачастую не жили, но строили себе как бы барский дом рядышком. Очень часто, если хозяин был достаточно богатым, то несколько доходных домов стояли рядом, а внутри во дворе стоял как раз-таки барский дом. И вот эти доходные дома как бы отделяли от шума улиц и создавали такую уютную атмосферу внутри. Далее характерной чертой доходного дома являлось то, что они были достаточно низкими, то есть как раз-таки максимальная симошная этажность подходит, 4 этажа, это был максимум. Иногда строили немного выше, но это было крайне редко за счет мансардного этажа, но 3-4 этажа это был максимум, в принципе, для города. И в целом тогда не разрешали гораздо выше строить, потому что некрасиво это считалось, то есть архитекторы городов считали, что каждый дом должен был вписываться в архитектуру общую города. И поэтому, кстати, всегда говорили о том, что советовали строить вот эти башенки, возвышения на углах, чтобы было красивее. Еще одной интересной особенностью доходных домов являлось то, что престижными считались первые этажи, первый, второй, максимум третий, потому что тогда, конечно же, еще не было никаких лифтов, поднимались исключительно по лестнице. И первый этаж очень часто занимался какими-нибудь аптеками, какими-нибудь магазинами, в общем, чем-то таким промышленным, коммерческим. И вот второй, третий этаж считался достаточно таким элитным. Это были самые дорогие квартиры, самые большие квартиры. Но если первый этаж ничем не занят, то как раз-таки вот первый, второй этаж считались самыми престижными. А вот тот самый пентхаус, который сейчас все любят, это самое дорогое жилье сейчас, одно из самых дорогих, потому что это считается элитным, раньше считалось самым таким, в общем, жильем для бедняков. То есть там жили студенты, там жили бедные слои населения, потому что это был обычный чердак, где было темно, где было очень жарко, где было достаточно грязно, где были крысы, и часто там хранили еще какие-то вещи, жильцы, или скапливались там какие-то, в общем, посторонние вещи. Поэтому вот на верхних этажах жили, самое дешевое было жилье, и там жили только те, кто не мог себе позволить лучше каких-то условий спуститься немножко ниже. И плюс к тому, что да, вот были лестницы, и поэтому чем выше подниматься, тем больше цена, потому что тем тяжелее. Хотя лестницы, если вы когда-нибудь попадали в дома, которые построены как раз в это время, то вы могли отметить, что по тем лестницам очень легко подниматься. Была какая-то волшебная формула по расчету высоты и ширины ступеньки, которая позволяла создавать такие лестницы, по которым было легко любому человеку подняться на любую высоту. То есть на третий этаж можно было вообще зайти абсолютно незаметно для себя за счет вот этой кинестетики высчитанной, которая, к сожалению, сейчас потерялась. И это крайне-крайне жалко.
Далее, почему именно стиль модерн? Потому что он мне очень нравится, и его очень мало представлено, в принципе, потому что это очень короткий период, то есть это прям такие 90-е годы 19 столетия и немножечко там 10-е, 20-е до начала Первой мировой войны, то есть очень мало побыл этот стиль, но он потрясающе красивый, он невероятный, и в архитектуре его не так много осталось, больше в предметах быта, потому что в целом, в общем, этот стиль был как бы таким противостоянием против традиционных всех стилей, которые очень четкие, очень лаконичные, очень высчитаны. Модерн как бы все это отрицал, и он говорил нам о том, что нужно смотреть, как все происходит в природе, следить за линиями природы, повторять их, повторять линии цветов, листьев и так далее. Долой всю симметричность, то есть как раз-таки я в своем доме подчеркнула именно то, что все должно быть максимально симметрично, никакой элемент не должен повторяться, все должно быть, ну, к сожалению, в Симсах нельзя сделать плавным что-то, но я постаралась как бы это сделать. И очень заметной отличительной чертой именно строений в стиле модерн является то, что их фасады очень сильно украшали, и причем не традиционными какими-то всякими портиками, колонками, полуколоннами, а именно украшали какими-то растительными орнаментами, которые наносились в виде каких-то цветных и витражей, и мозаик, и барельефов, и рельефов, которые опять-таки не подчинялись какому-то симметричному узору, то есть они просто создавали какую-то такую картину природную, где там цветы, деревья, птицы, все, что вот связано с природой, это все изображено. И вы можете, кстати, легко определить такие дома, где вот нет симметричности, где окна тоже такие полукруглые, где сами двери тоже такие полукруглые. То есть вот эта природность линий, она в модерне была во всем. То есть даже дверные ручки в виде лепестков или повторяющие линии. Все лестницы должны были быть полукруглыми или такими, как улиточка, закручиваться. То есть все было максимально плавное, максимально расслабленное, максимально близкое к природе. И за счет того, что в Симсах нельзя делать никакие такие вот изображения на домах, я это компенсировала за счет окон, которые я раздобыла. И, собственно говоря, когда я увидела эти окна, я поняла, что я смогу что-то построить в этом стиле, потому что до этого я не верила в это дело. Но эти окна меня спасли, потому что они как раз-таки максимально помогают в этом стиле, они максимально отражает саму эстетику модерны, мне они очень понравились. Я немножко, конечно, ими увлеклась, я потом немножко их убавила, но в целом, конечно, мне понравилось вообще, как это все в целом получается. И я добавила побольше цветов, обычных живых, для того, чтобы как-то поддержать общую концепцию всего этого строения. И когда я строила, у меня была идея в том, чтобы именно многоквартирный дом построить, чтобы еще обустроить внутри по-разному все квартиры. То есть я предполагала, что, и предполагаю, и оно так будет в следующем видео. Так что не забудьте посмотреть вторую часть, что будет и более дорогая квартира, более простая квартира, квартира с историей, квартира без истории и так далее. В общем, такие можно поиграться. И, конечно же, внутри все будет тоже начало 20 века, без телевизора, без какой-либо техники. Все просто, понятно. Как в то время были, что в спальне была только кровать, комод, может быть, зеркало и письменный стол, и все, и больше ничего там не было, поэтому я постараюсь, конечно, максимально это все повторить, насколько у меня это получится, заселю туда симов и, конечно, покажу, что получится, вот. Но в целом я, конечно, получила большое удовольствие, пока строила. Конечно, мне очень хотелось сделать все более плавным, более красивым, но как получилось, так получилось, но в крыше я немножко оторвалась, потому что я сделала как раз-таки вот эту ажурную крышу, стеклянную ажурную крышу, которую я редко использую, потому что она достаточно такая тяжеленькая, как бы по самому виду. А здесь она как раз-таки пришлась очень даже кстати, потому что, опять-таки, она поддерживает вот эту концепцию, что все должно быть с природным мотивом,
с цветами, с лепестками, ажурненькое такое, легкое, поэтому оно очень даже хорошо вписалось. И я еще добавила внутренний дворик, где есть фонтан, дерево, где есть какая-то зелень, потом еще лавочку поставлю. В целом это не характерно на самом деле, потому что если бы был именно такой квартал, скорее всего, с той стороны, ну, там, где внутренний дворик, там была бы, был бы еще один дом, который бы, скорее всего, как-нибудь там сочетался с первым. Это было бы более характерно, но я поняла, что это будет уже слишком перегружено, поэтому компенсировала это все закрытым внутренним двориком. Мне показалось, это будет более комфортно, что, ну, как бы какая-то своя территория, потому что вокруг как бы проезжая часть и нет зеленой зоны, я ее практически убрала, поэтому для удобства я все-таки оставила небольшой внутренний дворик. И надеюсь, вам это понравится. Так что приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте, что будет вторая часть, она выйдет уже в эту пятницу, и до встречи, приятного просмотра.